В Минске Александр Лукашенко дал интервью американской сети Newsmax и заявил: «Россия хочет такую мирную сделку по Украине, после которой война больше никогда не начнется». Более того, подчеркнул он, «Я это знаю». Эти слова прозвучали на фоне обсуждений мирного плана США и новых дипломатических контактов вокруг конфликта. Главное, чтобы Трамп от этой позиции не отступил. Он человек с характером, порой импульсивный, чтобы он не плюнул на это все рукой, не махнул и не ушел в сторону. Если он будет настойчиво двигаться в этом плане, значит, результат будет. Но должны быть гарантии. Россия хочет гарантии, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет, чтобы заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина. Трамп готов выступить гарантом этого. Но все есть. Поэтому надо интенсифицироваться. Россия отклонила предложение США по мирному урегулированию, которые предусматривают надежные гарантии безопасности для Украины. Об этом пишет НВ со ссылкой на отчет Института изучения войны. По оценке аналитиков, Кремль не готов к компромиссу и продвигает максималистские требования, фактически увязывая прекращение войны с закреплением контроля над оккупированными территориями и дальнейшими ограничениями для Киева. Отмечает, такая позиция показывает, что Москва рассматривает переговоры не как путь к миру, а как способ добиться своих целей. Цены на российскую нефть снизились до минимума с начала полномасштабной войны, пишет Bloomberg. Баррель сейчас стоит чуть выше $40. Это на 28% меньше, чем 3 месяца назад. Снижение связывают с усилением западного давления на торговлю российским сырьем, санкциями против Роснефти и Лукойла, а также общим падением мировых котировок. Эталонная нефть впервые с мая опустилась ниже $60 за баррель. Нефтегазовые доходы дают около четверти бюджета России, поэтому спад цен и экспорта увеличивает финансовое давление на Кремль и сокращает его возможности финансировать войну. Крупнейшие покупатели, Индия и Китай, тоже урезают закупки или требуют рекордных скидок. ВСУ продолжают бить по российскому тылу, по военным цепочкам и по энергетике. Ночью под ударом оказалась Кубань. В Славянске на Кубани атакована инфраструктура славянского НПЗ. Сообщается о взрывах и пожаре. В районе также повреждены 2 высоковольтные линии, а отключение власти объясняют обломками. Часть питания восстановили, но без света остаются около 12 700 человек. США и ведущие европейские государства в непубличном формате согласовали основные параметры будущих гарантий безопасности для Украины, которые предполагается положить в основу возможного соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Речь идет о комплексе договоренностей, цель которых – предотвратить возобновление военной агрессии после окончания войны. Хотя сами документы не обнародованы, собеседники издания утверждают, что Киев, Вашингтон и европейские столицы в целом пришли к единому пониманию их содержания. Центральным элементом пакета являются юридически обязательные гарантии безопасности, по своей сути напоминающие 5-ю статью НАТО, но без формального вступления Украины в альянс. В США рассматривается возможность вынесения таких обязательств на ратификацию Сенатом, тогда как европейские страны намерены оформить их в рамках собственных правовых процедур. Отдельный закрытый документ описывает конкретные сценарии реакции на возможную новую атаку со стороны России. В нем детально прописаны механизмы действий США и Европы в случае нарушения перемирия, что, по словам источников, отличает эти договоренности от декларативных политических заявлений. Размещение американских войск в Украине не предполагается. Вместо этого США возьмут на себя ключевую роль в сфере разведки, мониторинга и контроля за соблюдением режима прекращения огня. Европейский компонент плана включает возможное размещение военных подразделений отдельных стран на западе Украины вне рамок НАТО, вдали от линии соприкосновения, с целью дополнительного сдерживания. Кроме того, договоренности предусматривают сохранение крупной украинской армии численностью около 800 тысяч военнослужащих в мирное время с гарантированной поддержкой в области вооружений и подготовки. По данным NYT, все эти меры увязываются с готовностью Киева к территориальным уступкам и отказу от курса на формальное вступление в НАТО, что остается одним из наиболее спорных пунктов переговоров. Экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный предупредил о рисках гражданской войны в Украине из-за возвращения военных с фронта. По его словам, демобилизованные могут оказаться перед соблазном легких денег и незаконной деятельности в условиях ухудшения экономической ситуации. Это создаст угрозы роста преступности,
политической дестабилизации и вызовом национальной безопасности в целом. Залужный подчеркнул, что реинтеграция ветеранов в мирную жизнь станет серьезным вызовом для государства, общества и самих военнослужащих. Уже сегодня есть примеры и указывают на отношение чиновников и политиков к военным и, соответственно, будущим ветеранам как к угрозе, в том числе из-за страха политической конкуренции. Меня лично это удивляет. Ветераны могут стать не только объектом, мягко говоря, политических опасений, но и заложниками политических игр разных политических сил. Нужно понимать, что, оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, жилья, возможности реализовать себя в обществе и семье, люди с боевым опытом и с оружием в руках становятся уязвимыми перед различными провокациями и соблазняются легкими деньгами. Поэтому возникают серьезные риски, начиная от роста преступности и угроз на улицах. И опыт Второй мировой войны, и война в Афганистане с ее лихими 90-ми подтверждают это. Так что это подтверждение, и все это может привести к рискам политической дестабилизации в стране и угрозам национальной безопасности, таким, например, как гражданская война. Итак, окончание войны и перспектива возвращения около 1 миллиона наших защитников домой, для кого это, разумеется, актуально, а также переход к статусу ветерана станут новым вызовом и для государства, и для гражданского общества, и, что характерно, для самих ветеранов. Разумеется, и Министерство ветеранов, и все вовлеченные в процесс реинтеграции точно знают, и вы, как бы сегодня говорите, эти проблемы, которые будут существовать, которые уже есть, и, вероятно, найдут пути, как возможно действовать. Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в Берлине направился в Нидерланды. В Гааге он провел встречу с премьер-министром страны Диком Схоуфом. Переговоры прошли на фоне международной дискуссии о том, как использовать замороженные российские активы для компенсации Украине ущерба, нанесенного войной. В тот же день в Гааге запустили международный комиссионный орган по претензиям для Украины, механизм, который должен обеспечить взыскание сотен миллиардов долларов за разрушение и предполагаемые военные преступления России. На церемонии присутствовали европейские лидеры и король Нидерландов Вильям Александр. И действительно есть финансовые вызовы, и вы видите, как мы работаем. Не все довольны форматом, который можно использовать, замороженные активы. Но сегодня они могли бы как-то сбалансировать некоторые сокращения в тех или иных странах. Потому что это была действительно серьезная поддержка. Я не вижу возможности стоять крепко без этой поддержки. Также Зеленский высказался о продолжении переговоров по мирному плану в Майами и возможной негативной реакции России. В Майами меня там не будет. Будут переговорные группы. Они получат обратную связь от россиян, я думаю, и будут обсуждать несколько документов. И гарантии безопасности, и экономическое восстановление, и 20 пунктов этой рамочной договоренности. Сложно сказать, на сколько лет это будет. Мы это еще не обсуждали. Будет ли ограничено какими-то сроками те или иные гарантии или нет? Единственное, что было очень важно для нас, это должно быть проголосовано в Конгрессе. Мы верим, что такие гарантии будут работать. Также Зеленский посетил раненых украинских солдат в реабилитационном центре Арденбург в Нидерландах. Он пообщался с военнослужащими, вручил государственные награды и поблагодарил солдат и персонал Центра за мужество и помощь в восстановлении. В Верховной Раде Украины во время пленарного заседания произошла потасовка между народными депутатами. Поводом для конфликта стало то, что депутат Марьяна Безуглая заблокировала парламентскую трибуну, из-за чего другие законодатели не смогли выступить. Во время исполнения государственного гимна депутат Сергей Тарута попытался разблокировать трибуну, сорвал заградительные ленты и вступил с Безуглой в словесную перепалку. По сообщениям, Безуглая выдвинула требования к военно-политическому руководству провести военную реформу и добиваться отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Журнал Vanity Fair 16 декабря опубликовал большой материал о администрации Дональда Трампа, основанный на интервью с главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Она считается одной из самых влиятельных фигур Белого дома, стала первой женщиной на посту главы аппарата и сыграла ключевую роль в обеих президентских кампаниях Трампа. Журналист Крис Уиппл общался с Уайлз около 10 раз в течение 2025 года, обсуждая кризисы в Белом доме, досье Эпштейна, ликвидацию USAID Илоном Маском и состояние здоровья президента. По словам Уайлз, Трамп обладает характером алкоголика. Он не пьет, но думает, что нет ничего, чего бы он не мог сделать. Трамп, по ее словам, обладает личностью алкоголика. Превращение Венса из «Never Trumper» в адепта МАГА, сказала она, было в значительной степени политическим. Вице-президент, добавила Уайлз, уже десятилетия как теоретик заговоров.
Рассел Воут, архитектор печально известного проекта Project 2025 и глава административно-бюджетного управления. Абсолютный праворадикальный фанатик. Когда я спросил ее, что она думает о том, что Маск репостнул твит о том, что работники госсектора якобы убили миллионы людей при Гитлере, Сталине и Мао, она ответила: «Думаю, это тот момент, когда он принимает микродозу». При этом она уточнила, что не имеет прямых подтверждений. В статье также приводятся и другие резкие комментарии Уайлз о Илоне Маске, с которым у Трампа произошел публичный конфликт. «Он полностью самостоятельный игрок», сказала Уайлз о миллиардере и друге Трампа, который возглавил бескомпромиссную кампанию, известную как Департамент эффективности правительства. Уайлз охарактеризовала Маска как нечто вроде гиперзажатого Носферату. «Главная сложность с Илоном — успевать за ним», добавила она. «Он откровенно употребляет кокаин и днем спит в спальном мешке в здании исполнительного офиса. Он странный, очень странный человек, как я думаю, и все гении. Знаете, это не всегда полезно, но он сам по себе». А вот, что Vanity Fair пишет о роли Сьюзи Уайлз в формировании правительства Трампа и подборе кадров. Для Трампа Уайлз помогла сформировать кабинет жестких мага-хардлайнеров: Пит Хексет, министр войны, ранее обороны; Кэш Патель, директор ФБР; Джон Рэдклифф, директор ЦРУ; Пэм Бонди, генеральный прокурор; Тулси Габбард, директор национальной разведки; Кристи Ноэм, глава Министерства внутренней безопасности. Уайлз называет их кабинетом мирового класса. Лучше, чем все, что я вообще могла себе представить. Кабинет Трампа — либо одна из наименее квалифицированных президентских команд в истории, либо, если верить Уайлз, это дестабилизаторы. Единственные люди, у которых хватило смелости бросить вызов укоренившемуся глубинному государству. «Люди говорят, что глубинное государство — это Госдепартамент», сказала Уайлз. «Это не так. Это военно-промышленный комплекс». За 10 месяцев общения журналиста Vanity Fair с самой могущественной чиновницей Америки она высказалась и об отношениях Дональда Трампа и Владимира Путина. «Наблюдая за этим со стороны в Хельсинки», вспоминала она, «мне казалось, что там была некая настоящая дружба или, по крайней мере, восхищение. Но в телефонных разговорах, которые у нас были с Путиным, все было очень по-разному. Некоторые были дружелюбными, а некоторые совсем нет». Президент США Дональд Трамп расширил перечень стран, гражданам которых запрещен въезд в Соединенные Штаты. В список добавлены Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Южный Судан и Сирия, а также владельцы документов палестинской автономии. Одновременно частичные ограничения ввели для граждан еще 15 государств: Анголы, Антигуа и Барбуды, Бенина, Кот-д'Ивуара, Доминики, Габона, Гамбии, Малави, Мавритании, Нигерии, Сенегала, Танзании, Тонги, Замбии и Зимбабве. В Белом доме объяснили меры распространенной коррупции и проблемой поддельных документов в этих странах. Ранее в июне указ Трампа уже запрещал въезд гражданам 12 государств, включая Афганистан и Иран, и вводил частичные ограничения еще для 7. Новое ужесточение последовало после инцидента в конце ноября, когда афганец открыл огонь по военнослужащим Национальной гвардии у Белого дома. Погибла одна военнослужащая. Роскосмос во вторник, 16 декабря, сообщил о работах по восстановлению поврежденной стартовой площадки на космодроме Байконур в Казахстане, важного объекта для российской космической программы. Площадку планируют вернуть в строй к февралю 2026 года. Позиция серьезно пострадала в ноябре во время запуска корабля «Союз МС-28» с 2 российскими космонавтами и астронавтом НАСА. Сам старт прошел успешно, но после него обнаружили повреждения, в том числе сервисной кабины, поэтому площадку требуется отремонтировать перед дальнейшей эксплуатацией. В Роскосмосе подчеркивают, что именно площадка номер 31 остается единственной на Байконуре, подходящей для пилотируемых запусков «Союза» и стартов грузового «Прогресса», необходимых для работы МКС. На объекте задействованы более 130 специалистов. Смены идут с 8 утра до полуночи. Запасные части доставлены. После сборки пройдут испытания новой сервисной кабины. Замгендиректора Роскосмоса Дмитрий Баранов заявил, что работы идут по графику, и площадка должна быть готова к первому запуску к концу зимы 2026 года. Китай возвращает из Японии последних гигантских панд. 4-летние близнецы Сяо-Сяо и Лэй-Лэй, родившиеся в токийском зоопарке Уэно, в конце января отправятся в Китай. Таковы условия договора аренды. Для Японии это символический финал целой эпохи. После отъезда близнецов страна впервые с 1972 года останется без панд с момента нормализации отношений Токио и Пекина. Новость вызвала ажиотаж. У зоопарка многочасовые очереди, а время у вольеров уже ограничили 1 минутой. Формально все было решено заранее. Панды считаются собственностью Китая, а детеныши, родившиеся за границей, подлежат возврату. Пекин давно использует панда-дипломатию, дарит животных союзникам и торговым партнерам или отзывает их на фоне политического охлаждения. Нынешний отъезд совпал с резким ухудшением отношений Китая и Японии после заявлений Токио
о возможной военной реакции в случае атаки на Тайвань. Поэтому для многих в Японии это выглядит уже не просто формальностью зоопарка, а политическим сигналом.